Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Скажу сразу, идея не моя. По такому принципу участницы Тюменского квилт-клуба «Сибирская палитра» собирали большую коллективную работу. Все участницы шили заготовки из 9 квадратов. 4 квадрата были темные, с цветочками, 4 квадрата были светлыми, а в серединке цветной однотонный квадрат. И так как у всех мастериц были разные ткани, результат получился очень интересный. Окончательную сборку проводила Людмила Глазунова. Ну, мне тоже захотелось такое повторить. Размер квадратов сделаем 15 на 15 сантиметров. Все детали разложим стопочками. Шить будем гирляндой. Сначала соединим детали из первой и второй колонки. Строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки делаем обязательно. Шьем сразу весь массив заготовок. Бережем нитки, время, деньги и нервы. Затем отшитые пары разворачиваем и присоединяем к ним детали из третьей колонки. Все детали мы шили гирляндой. Теперь можно разделить их на заготовки из 9 квадратов. Вот на этом этапе надо поработать утюгом, проутюжить и расправить все швы. А после этого складываем детали и делаем горизонтальные швы. И получаются у нас прелестные заготовки из 9 квадратов. Для нашей задумки необходимо 12 таких деталей. Вы же понимаете, что мы не ищем легких путей. Заготовки тщательно промеряем, подравниваем. Затем находим серединку центрального квадрата и делим всю деталь на 4 равные части. И остается самое простое действие. Мы 2 противоположных квадрата меняем местами или просто разворачиваем на 180 градусов. Получившийся блок носит название «Исчезающая девятка». Он один из самых любимых. Шьется просто, выглядит эффектно. Девочки, вы же понимаете, что можно придумать очень много вариантов раскладки. Но мы сделаем решетку по диагонали. Видите, по краям остаются свободные места, треугольники. Сразу сделаем выкройку. Это будет прямоугольный треугольник, у которого катеты равны стороне квадрата, 21 сантиметр. И маленький треугольник. У него гипотенуза 21 сантиметр. Хочется сделать лоскутный узор со смыслом. Есть красивая ткань с изображением травы. Выберем из нее красивые фрагменты. Также подберем и ткани для других деталей. Дальше выкладываем все детали в нужном порядке. Я художник, я так вижу. Внизу трава, вверху небо и везде цветы. Сначала будем собирать отдельные ряды. Начнем с углового элемента. К квадрату пришьем по очереди 3 треугольника. Так работаем со всеми рядами.
Они располагаются по диагонали. А затем уже сшиваем все ряды в одно полотно. Смотрите, как интересно получается. Размер 113 на 137 сантиметров. Но это маловато будет. Хочу большое полотно. Размер увеличим за счет полосок. Голубая с шириной 7 сантиметров. Затем сиреневая 10 сантиметров. И завершит синяя широкая кайма. Получается очень интересный переход цвета. Топ готов. Остается только соединить его с утеплителем и бэком и простегать. Знаете, девочки, видимо, я устала от больших тяжелых одеял. Поэтому обратную сторону сделаем из термостежки. Пойдем по пути наименьшего сопротивления. Соединим вместе лицом к лицу лоскутную часть и термостежку. Прошьем их вместе по краю, как пододеяльник. Затем вывернем наше покрывало, разложим на ровной поверхности и зацепим английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Стежку сделаем самую простую, прямыми линиями. Но строчку выберем декоративную, трикотажный шов, зигзаг в 3 прокола. Таким способом легче прошивать толстые ткани. Свободный край надо свернуть в плотную трубочку, так его легче протягивать в рукав швейной машинки. И получилось у нас прекрасное, красивое лоскутное одеяло, как будто на лесной полянке встала радужная решетка, сотканная из воздуха, цветов и листьев. Ярко светит солнцем, вся природа радуется новому дню. И увидела я в интернете интересную притчу о лоскутном шитье. Одна женщина пришла к мудрецу и говорит: «Учитель, у меня все есть, и муж, и дети, и дом полная чаша. Но стала я думать, зачем все это? И жизнь моя развалилась, все не в радость». Выслушал ее мудрец, задумался и посоветовал для каждого происходящего с ней события подбирать соответствующий, большой или маленький, но обязательно цветной лоскуток и сшить их вместе. Ушла женщина от мудреца в сомнении, но попробовала. Женщина долго трудилась, вспоминая и собирая кусочки своей жизни. Закончив работу и взглянув на свое лоскутное одеяло, она поняла, что жизнь у нее на самом деле яркая и полезная. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!